И всем привет, с вами Амапс. С момента выхода Бенди и Темного Возрождения прошло уже 2 месяца, а по самой игре я снял всего одно видео, и то слабенький обзор без спойлеров. Надо исправлять. В общем, я решил сделать видео о вырезанном контенте этой игры. Как она менялась, что планировалось по-другому, что из игры вырезали, а что добавили в самый последний момент. Никто еще не делал подобных видео по BATTDR, поэтому всю инфу мне пришлось собирать самому. Но, конечно, я не смог все это сделать сам. Поэтому я попросил разработчик. Ну что ж, начнем. Один из бывших разработчиков Kindly Beast рассказал, что личность Одри во время разработки игры меняли 3 раза. Из вопросов и ответов с Майком Мудом мы узнали, что BATTDR является и не сиквелом, и не приквелом, хотя по итогу игра оказалась сиквелом. Раньше в игре не планировался синий фильтр, но вскоре он перешел слегка синеватый, а на релизе он уже более фиолетовый, что ли. What is wrong with you? Why are you blue? Из старого трейлера видно, что раньше рука со способностями была видна на экране, но вскоре ее убрали. Скорее всего, ее убрали из-за того, что, по сути, она не нужна на экране. Момент, где Одри в чернильном мире видит себя в зеркале, раньше был намного темнее, и картонка была прямо на зеркале. В трейлере 2020 года был момент с сердцем, который позже вырезали из него. Однако, по всей видимости, раньше сердце в игре можно было взять в проходе из Heavenly Toys в анимационный департамент. Вплоть до середины 2020 года игра планировалась выходить по главам, как и Батим, но вскоре нас обломали. Также одно из самых интересных изменений — это дизайн чернильного демона. После выхода игры люди заметили, что это совершенно не тот демон, что ухмылялся сзади Одри в тизере 2020 года. И это так. Дизайн демона изменили прямо посреди разработки игры. Много людей начали спрашивать Митли, что же случилось и увидим ли мы старый дизайн. Однако он еще давно был раскрыт. Не только на футболке мерча. Как насчет рендера демона в полный рост? Вот он. В 2020 году показали концепт улучшенной фигурки чернильного демона. Самой фигурки там не было, так что как заглушку на коробке оставили его рендер. Как позже оказалось, Бен Лакруа и Одри Хотте, надеюсь, я это правильно прочитал, сделали этот новый дизайн. Кто я? Аянами Рэй. А кто? Ты? Аянами Рэй. Ты тоже Аянами Рэй? Да. Я та, кого знают как Аянами Рэй. Мы все те, кого знают как Аянами Рэй. Как они все могут быть мной? Просто потому, что другие зовут нас Аянами Рэй, только и всего. У тебя не настоящая душа, и тело твое подделка. Знаешь почему? Я не подделка и не фальшивка. Я — это я. Нет, ты всего лишь оболочка с поддельной душой, созданная человеком по имени... Думаю, я могу отвлечься немного на скриншоты. Я постарался сделать в игре максимально похожие скриншоты на то, что нам показывали. Так что для сравнения справа будет скриншот из игры, а слева то, что нам показывали ранее. Скрин с картонкой Барли — это комната перед ящиками сотрудников. Скриншот с надписью, что темные лужи зовут, самый спорный, так как локация на нем потерпела огромные изменения. У меня 2 варианта, что это может быть за место. Либо это проход анимационной аллеи, из-за вот этой вентиляции, которая находится прямо в том же месте, где и в анимационной аллее. Либо это помещение в 3 главе, перед лифтом. Либо это помещение в 3 главе перед лифтом, где демон делает свой мукбанг. Так как лейаут комнаты, уж очень похож. Посередине стена, а по бокам 2 прохода. И в конце комнаты 2 арки с картонкой Бенди. Раньше в стороне анимационной аллеи был рычаг, а помещение напротив, которое ведет к ящикам сотрудников, было открыто и не имело преград. Раньше главное меню игры выглядело вот так. В файлах игры, по крайней мере, оно так называется. Это главное меню было больше похоже на меню из ранних версий Bendy and the Ink Machine. Модель искателей по какой-то причине была изменена, так как в файлах игры их модель подписана как Searcher Remake. Ну и самый наглядный пример, просто посмотрев старый геймплейный трейлер, где видно, что они торчали из пола, а не были скручены в рогалик. Также немного о трейлере 2020 года. На экране вы видите сравнение мест из трейлера и какими они стали в итоге. Я пытался подобрать лучший ракурс. Митли рассказал, что в какой-то момент производства название BATTDR было не Bendy and the Dark Revival, а Bendy and the Children of the Machine.
В файлах игры есть текстура Бенди, где его лицо отличается от финального варианта. Раньше его текстура была точь-в-точь, как на фигурке мерча. Также в файлах есть UI с музыкальным плеером, в котором есть название композиций из ранних игр по Бенди. Такое уже было в Борисе. Да, я люблю сосать член. Это пенис. И на мне жидкая сперма. Мне нравится эта идея, жаль, ее не добавили. Мое предположение, что раньше мы могли переключать песни с помощью также вырезанного Bendy's Jukebox, текстура которого совсем неподалеку расположена от плеера. Что интересно, это то, что на первой строке есть композиция Sketches, а это та самая музыка, которая играет в главном меню Bendy и чернильной машины. Неужели мы должны были услышать ремикс скетчей в Темном Возрождении? Еще есть вот эта картинка, где написано «Вы поймали чернильного демона». Что бы это ни значило. Может быть, раньше Бенди был покемоном? На текстуре для здания Archgate Pictures есть части с рендерами ритуальных предметов. Они нигде в игре не используются. А еще идет красавчик. Воистину лучший предмет. На текстуре для помещения Джент есть вот это лицо. Возможно, это какой-то ненайденный секрет. Если хорошо посмотреть, то видно, что это лицо находится в какой-то жидкости. Еще в файлах оказались старые текстуры Портера и Хейди. Они совсем немного отличаются от нынешних. Также раньше вариант с прокачкой способности был в виде головы Бенди с молнией, а не с рукой, как в итоге. Также и фон выбора улучшения. В игре у нас окошко с рогами дьявола, а раньше вместо них была эта полоска. В коде игры есть заготовка для сцены архивов. Однако эту сцену нельзя загрузить. По счету она последняя, так что, скорее всего, архивы хотели сделать уже к концу разработки, но решили оставить эту идею и поскорее выпустить игру. Чуть не забыл, в игре должен был быть фоторежим. Система поиска В файлах есть модель фотоаппарата и вот такого интерфейса на экране. найден. Открывался бы он на кнопку P или правый Shift. И сам фотоаппарат можно было бы взять в доме Джоуи. Я, конечно, плохо знаю программирование, но если я все правильно понял, то при включении фоторежима камера бы начинала летать. Также в самой первой релизной версии BTDR была найдена поэма, написанная Майком Муном, одним из главных разработчиков Бенди, где говорилось, что Майк святой человек. Но в следующем обновлении все это почистили и оставили новую пасхалку с надписью «Спасибо за игру». Подпись Майк. И вот что я еще заметил. Помните Showdown Bandit? Да, тот самый. Механика безликого бандита. Такая механика, как я понял, должна была быть и в BTDR. То есть в бандите безликий появляется после 3 ударов колокола. И лазя в файлах Bendy and the Dark Revival, я нашел аудиофайлы с названиями Ink Demon, Danger Beats. Они все примерно похожи. И название Danger Beats уж очень все это мне напоминает удары колокола из бандита. Ну вот как-то так. Если через миллион лет наберется еще куча интересного контента, я сделаю вторую часть. Но не думаю, что такое произойдет. Ну что ж, знаете, немного я устал от темы Бенди. Так что думаю, буду делать контент не только о нем. И буду делать видео и о других играх. Что же мне тогда снять?